Прошло почти 40 лет с момента страшной Чернобыльской катастрофы, но ее последствия все еще озаряют мрачной тенью доверчивую природу. Истории людей, покинувших свои дома, смешиваются с легендами о диких животных, которые нашли свое прибежище среди заброшенных строений и уцелевших лесов. Эти земли, некогда переполненные жизнью и смехом детей, теперь кажутся дремучими лесами с призраками историй, пронизанными замирающей тишиной. Тем временем ученые и экологисты начали осознавать, что природа может восстанавливаться даже в самых трудных условиях. Вскоре после катастрофы был создан Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, охвативший более 50 тысяч гектаров. Этот заповедник стал не только убежищем для потерянных душ животных, но и лабораторией для изучения того, как природа может преодолевать трудности. Заповедник был создан для защиты не только уникальных экосистем, но и диких животных, ставших заложниками катастрофы. Теперь эта территория стала латентным раем, местом, где жизнь развивалась втайне от человека. Но как природа реагирует на оставшуюся радиацию? Это был вопрос, который волновал многих. Киноисследование, посвященное территории заповедника, началось с первых мрачных кадров заброшенных деревень и пустующих домов. Взгляд камеры плавно переходил от одного уголка к другому, фиксирует изменения, произошедшие за 25 лет. Природа, обнимающая старые сооружения, стала таким же героем, как и люди, оказавшиеся в ее тени. Особое внимание в фильме уделялось новой, невероятной экосистеме, соединенной с прошлым и настоящим. Возвращая к жизни заповедник, исследователи задали себе множество вопросов. Как изменился биологический состав? Каковы последствия радиации для фауны и флоры? Оказавшись в заповеднике, зрители могли наблюдать, как зеленые покрытия вновь обвивают старая архитектура, как деревья лицом к лицу с небом заполняют пространство, оставленное людьми. Специалисты в области экологии наблюдали, как популяции различных видов животных восстанавливаются. Первые кадры красили пейзаж, показывая, как природа возвращается. Кэдж, старший ботаник, ошеломлен тем, что природа работает по всем правилам, несмотря на все испытания, и начинает заполнять мертвые пробелы жизни. Заповеди, как это было решено назвать, стали не только природной единицей, но и актом надежды на возрождение. Надеяться на то, что эти 50 тысяч гектаров земли снова станут домом для животных. Лесная закрытая экосистема с высокой плотностью биоразнообразия началась с поражающих коалиций различных видов, восстанавливающих себя на фоне древних руин. Это место доказало, что даже тяжелые последствия катастрофы могут не погубить природу, а наоборот, она может превратиться в живую лабораторию для изучения ее адаптации и выживания. Деревня Погонная, или Чернобыльская Венеция, в последние годы стала символом будущего населенных пунктов заповедника. Окруженная водами рек и озер, она стала оазисом для мигрирующих птиц, которые снова начали тянуться сюда, унося с собой надежду на восстановление. Люди, ушедшие, оставили после себя не только пустые дома, но и следы своей жизни, предметы, складывавшие образы вчерашних дней. Ученые нашли в этих местах много удивительного. Как природа находит свой путь через айсберг людей, подвергнувшихся страданиям. Этот момент прозвучал в фильме более чем выделяющимся образом. Цапли и бакланы, словно сгустки идеальности, начали гнездиться колониями на побережьях водоемов, обеспечивая жизнь и поддержку друг другу. Припять, протекающая через эти земли, дарила изобилие рыбы, позволяя птицам создавать семьи в невиданной ранее гармонии. Огромные стаи гусей пролетали над заповедником, используя его в качестве временного пристанища, словно искали утешение в естественной красоте этого места. Как ни странно, был найден уникальный вид краснокнижных животных, который смог адаптироваться к жизни в условиях радиации.
Этого успеха не хватало иным видам, но биологи заметили, что некоторые популяции абеси, возможно, даже развиваются быстрее по сравнению с другими регионами. Восстановление популяции рыбы в реках позволило не только поддерживать разнообразие жизни, но и увеличивать количество птиц, питающихся ими. Заброшенные дома вскоре стали не просто руинами. Они стали новым домом для диких животных, которые начали выстраивать свои жизненные циклы в нелепых сочетаниях с человеческой архитектурой. Волки и лисы прятались в оставшихся заборчиках и заброшенных подвальных помещениях, превращая старое в новое. Эти животные научились приспосабливаться, делая свои убежища из старых дверей и окон, продолжали охотиться и размножаться. И вот, здесь была жизнь, не просто выживание, но подлинное возвращение к естеству. Среди заповедных просторов скрывались орланы-белохвосты, величественные птицы, ставшие частью чернобыльского пейзажа. Братство этих графских существ и человеческий дух заключались в том, что они оба мучились и в то же время воспевали красоту жизни по-своему. Они откладывали яйца в зимние месяцы, где бережливая рука ветра хранила их секреты, крошечные, светящиеся точки надежды на будущее. Однако история этих орланов наложила отпечаток страданий. Браконьеры и вырубка лесов угрожали их существованию. Сохранение таких популяций стало задачей не только для биологов, но и для защитников окружающей среды. Активисты начали работу по охране гнезд, мониторингу фактов браконьерства и сбору данных о 6 важнейших местах, где гнездятся орланы. Все это делалось для того, чтобы вместе сплотиться и дать этим птицам возможность не только выживать, но и процветать. В то же время проходили исследования воздействия радиации на этих животных. Биологи выяснили, что орланы выполняют санитарные функции, но также аккумулируют ядовитые вещества, которые могут повлиять на их здоровье. Тем не менее, они становились символами надежды и вечного возвращения, являя собой дух природы, который, и несмотря на все тяжелые испытания, все же сохраняет свою красоту. Так, исследователи усердно работали над созданием заповедных зон вокруг гнезд, поддерживая нежное равновесие между природой и человеческим вмешательством. Важно было сохранить не только места обитания орланов, но и саму экосистему. Лоси и кабаны находили приют у полуразрушенных сараев, где когда-то хранились человеческие сокровища. Это были существа, которые вместе с дикой природой непременно стремились к возрождению. Их размеры, грация и природная сила подчеркивали уникальность Чернобыльского заповедника. Но на фоне их выживания белый аист исчез из этой территории, оставив после себя пустоту. Лишь его крики иногда перекликались с мотивами природы, стуча в сердца тех, кто искал правду о трагедии. Несмотря на потери, остальные животные, сосредоточенные в заповеднике, продолжали благоденствовать, заполняя пронзающую обстановку новой жизнью. Лоси, настойчиво шагая по образам человеческих руин, называли свои новые дома своим королевством. Дикие свиньи, обладая удивительной природой, активно искали пищу, позволяя себе есть дары, которые природа возрождает, обвивая их невероятной энергией. Среди высоких деревьев юркие лисы прятались в чащобах, вдаль ведучи свои путеводные нити. Животные создавали свои динамичные сообщества внутри разрушенного мира, превращая его в место, где процветает жизнь. Пока солнце садится за горизонтом, прощание с зрителями напоминало о том, что жизнь все равно продолжается. Чернобыльский заповедник стал местом, где дикая природа проявляет силу и стойкость, даже когда человек отошел в тень. Это пространство стало отражением надежды, пересоздания природы, ее полнейшего преображения. «Мы будем возвращаться сюда снова и снова», звучала последняя фраза фильма, оставляя зрителей с ожиданием новых встреч с героями, сохранившими своего духа на фоне трагических событий. Подобно тому, как разворачивается собственная история, съемочная группа запечатлела это захватывающее свидетельство того, как природа может восстать из руин и вновь занять свое место под солнцем.
Заканчивая рассказ, зрители остаются с чувством, что каждое живое существо, каждое растение и каждое гнездо орлана — это символ надежды. Даже когда на горизонте висит тень трагедии, все равно возможен свет, который ведет к новому пробуждению.